Потому что никто не застрахован от несчастных случаев. Вот это может случиться абсолютно с каждым. Они начали меня обзывать и кидать, что самое интересное, под ноги мне палки, чтобы я не встала. Не надо давать слабинку. Как бы ни хотелось. Какие-то попадались абсолютно в какие-то извращенцы. Я уже просто сходила с ума. Не хочу я больше вот этого вот липкого ощущения внутри себя. В Лиля влюбилась, Лиля поменяла свою жизнь. Я никогда бы в жизни не подумала, что буду заниматься спортом, тем более профессиональным. В спорт я даже не рассматривала. Я работала себе спокойно. Кем? На тот момент я помогала людям худеть. Диетолог? Что-то типа того, да. Назовем это диетолог. И в какой-то момент я там просто устала. И мой любимый человек сказал: смотри по сторонам, может, что-то ты для себя найдешь интересное. И тут в один из прекрасных дней я пришла на работу, журнал на столе, я просто его открыла на первой попавшейся странице, а там про стрельбу из лука было написано. Я почитала, думаю, да, интересно. Стрельба из лука, я стрелец, да. И все, и почитала и забыла. На следующий день я поехала по делам, ехала в автобусе, и тихо-тихо радио играло у водителя маршрутки. И там объявляли новости спорта, что где-то там прошли соревнования по стрельбе из лука. Я уж так поднапряглась, думаю, что-то как-то... Кажется, это знак. Так промелькнуло. Сделала все свои дела куда ехала. Выхожу, и на столбе висит объявление: «Стрельба из лука». Я тогда жила в Уфе. Я просто остановилась возле этого столба и думаю, да что же это такое? Это точно знак, это уже 100%. Я позвонила, и там такой радостный просто голос. Лиля, как давно мы ждем вашего звонка? Что-то типа этого. А я так с подозрением, я говорю, вы знаете, у меня, проблема такая есть, я хожу на протезе, а там еще больше ликования. Да нам как раз такие нужны. Я смотрю на трубку, думаю, да кому такие нужны, вы что? В общем, так я пришла в стрельбу из лука, уже в профессионально. Сколько лет уже прошло? Это уже прошло 10 лет. Почти 10 лет, да. Я думала, стрельба из лука – это такой легкий, изящный лук, но при этом ты вообще в полной амуниции. Что это вообще все такое? Сам лук. Так. Моя подружка боевая. Это колчан, в котором, собственно, все, что мне нужно, в том числе стрелы. То есть это сумочка для стрел, скажем так, да? Нагрудник, чтобы тетива не цеплялась за одежду. Крага, чтобы тетива не била по руке. Защита своего рода. Это напальчник, которым я держу тетиву. И веревочка, чтобы лук мой из руки не выпал. А скажи мне по нагрузкам, лук сколько весит? Лук весит, мой примерно 4,5 килограмма полностью в сборке весит. Натяжение его где-то, по-русски говоря, около 14 килограмм у меня. То есть натяжение – это… Сила лука, именно, да, натяжение тетивы. Это серьезная нагрузка. Считай, за тренировку мы поднимаем около 300 килограмм. Ничего себе. Да.
А какие мышцы задействованы? Ну, в То есть основном на что руки. нагрузка? Ну, вообще, в принципе, все задействовано. И когда мы стоим в растянутом положении, то здесь вообще большая нагрузка идет вот на плечи, на спину. Еще нужно удержать лук. То есть мы не делаем просто такие выстрелы, да, абы куда. Мы же целимся. То есть это такое концентрация прям всего. Мгм. Вот. Здесь расслабиться нельзя. Если расслабишься, ничего у тебя не получится. Все развалится. Выше ушла, да? А вот твоя трактовка нашего взаимодействия с судьбой, все предначертано или мы можем что-то менять? Наверное, можем менять все-таки. Я всегда представляю нашу жизнь, это как, знаете, у нас нет одной двери, у нас есть несколько. То есть разные ситуации могут быть. Вот в зависимости от тебя, вот как ты решишь, так ты и поступишь. В 12 лет в твоей судьбе произошел такой крутой поворот. Эту дверь ты явно не выбирала. Пьяный водитель сбил... Как вообще произошла эта авария? К этой аварии, видимо, меня постепенно судьба подталкивала. Что Потому ты что имеешь в по виду? разговорам, по рассказам моей мамы, постоянно меня преследовало какой-то злой рок. То есть машины постоянно... Я вот только успевала отпрыгивать от них. И вот в 12 лет, да, я вообще стояла, никого не трогала, стояла на ступеньках, ни о чем не думала. Я никуда не бежала, я не бросалась там под колеса автомобиля, да, я не бешеный ребенок. И меня сбила машина. Подожди, он наехал... Он наехал не на только ступень. на тротуар, Он заехал прямо вот здания. на это здание. И вот, собственно говоря, отсюда и началось вся моя новая жизнь. Ну, рок роком, судьба судьбой, но водитель был пьян. Он я был так понимаю, пьян. пьян в стельку. Он был пьян в стельку. По его вине там еще сидел какой-то человек в машине, тоже пострадал. То есть самому водителю ничего, с ним ничего не случилось. То есть он вообще не понес никакого Он не понес наказания? наказания. Нет. Ну, это было... И твои родители ничего не могли с этим поделать? Ну, там ничего бы и не сделали. К сожалению, да, ДТП с нетрезвыми водителями в России не редкость, но сейчас мы все наблюдаем такое громкое дело, да, актер Ефремов и вот судебное разбирательство в связи с его ситуацией. Следишь? Нет. Почему? Ну, мне не интересно. Я, конечно, очень люблю Ефремова. Мой любимый фильм «Когда я стану великаном». Я не перестану любить его как актера, но в этой ситуации, конечно, я его не оправдываю. Как ты считаешь, что должно произойти, какие изменения, чтобы все-таки такие прецеденты, они не стали нормой, перестали, точнее, быть нормой в нашей жизни? Не знаю. Но ведь он же знает, что он пьян. Даже пусть в стельку и вообще никак, он же знает, что он пьян. И зачем он знает, что нельзя садиться за руль. Но они это делают, я не знаю почему. Это все зависит только от самого человека. А ужесточение Ну, законодательства, вот в этом плане, да, наказание, да. Я согласна. Ужесточение наказания, если только вот так вот наказывать их. Но пострадавшая сторона, как вот им же им ничто не поможет. Кто-то останется инвалидом, кто-то вообще не встанет никогда, кто-то даже глаза может не открыть уже никогда. Тогда была у тебя обида на этого человека? Поначалу было, обида была. Единственное, что меня угнетало, что я не смогу танцевать. Потому что я занималась танцами, и как бы в будущем меня все видели только на сцене танцующей. Вот сейчас, честно сказать, я не испытываю к нему никакой злости, обиды и так далее. Нет. Ну, что случилось, то случилось. Ну, как теперь? Уже не исправить это. Я только
можно сказать, попыталась испытать горе, а моя старшая сестра прибегает, говорит, да ты успокойся, все хорошо будет. Я летела в самолете, вот там у мужчины говорит, была газета, и там было написано, что в Америке мужчине какому-то пришили руку, а тебе ногу пришьют, только тебе надо перестать расти. А я так успокоилась, думаю, ну ладно, сколько я там буду еще расти? Ну, года 3, а потом мне ногу пришьют. И все, и вот это вот осознание, оно меня как-то переключило вообще на позитив. Ну, я, в принципе, была всегда такой оптимисткой, а тут вообще успокоилась. Думаю, ну, ладно. Ну, мама с тобой достаточно была строга и требовательна к тебе, да, заставляла тренироваться, ходить. Да. Это да. Мы жили на 5-м этаже, она говорила, одевай ногу и иди гуляй. Я говорю, мама, ну там же мороз на улице, там неудобно в этой шубе. Она говорит, иди, чуть-чуть, полчаса. И это вот большое спасибо им за это. И сестре, и папе, что они не проявляли ко мне жалости. Да и вообще все мое окружение, оно ко мне относилось как к обычному человеку абсолютно. То есть не жалели меня. Вот этого не было. Не надо давать вот слабинку. Как бы не хотелось, а хотелось, очень хотелось, и до сих пор хочется. Ну, это яма, она затянет. Платья ты раньше избегала, платья в твоем гардеробе появились... Нет, они были, но они были все в пол. Вот. Ну, я могла зимой плотные колготочки, мини-платьишко какое-нибудь, да, одеть. Я ходила. Но летом все закрывала. Прям я стеснялась. По эмоциям, что это, когда вот отказываешься от одежды как камуфляжа, да, и одеваешься в удовольствие? Платья, юбки разлетаются. Свобода. Прям хочется всегда так ходить. Я так и хожу. С возрастом я изменилась. Ну, когда мне исполнилось 30, я прям закайфовала. Так а что изменилось? Чем Лиля в 30 отличается от Лили в 25? Ой, Лиля в 25 — это вообще комплексы ходячие. Лиля в 30 — это, я не знаю, Лиля влюбилась, Лиля поменяла свою жизнь. И вот прям. То есть это правильный мужчина рядом, что ли, получается? Да не только мужчина, ну как же, выросла, наверное, повзрослела, не знаю, поженственнее стала. Женщина во мне проснулась. Мы же сами себя лепим. Мы можем это сделать. Мы имеем на это полное право. И в конце концов у нас есть на это возможность. Прочитала ты классную книгу, ты ее все, это твоя книга, она твоя душа. И песня какая-то тебя пробудила. Не надо запоминать плохое. Да зачем его запоминать? Зачем тратить на это свои ресурсы? Столько хорошего в этой жизни вообще. Надо просто брать это. Это можно брать, мы имеем право брать, это наше. Ну, я так понимаю, одноклассники, которым ты доверилась, да, которые приходили, тебя навещали, понятно, тебя поддерживали. Но наверняка сверстники-то не скупились на шутки. Но дети да. Все-таки, да? Дети было. Но я умела за себя постоять, я как-то не реагировала. Я до сих пор, я как-то вот этот вот негатив, я его... Вот он в одно ухо влетел, в другое вылетел. Я это к себе близко никогда не примеряю на себя. А как у тебя это получается? Не знаю. Дефект какой-то. Ну вот в детстве взять, да, я учусь ходить. Я вышла за дом, я учусь ходить. Я падаю, спотыкаюсь. Ну как бы сложно, зима на улице. Снег, эти сугробы. Дети, проходящие мимо, которых я знала, с которыми я раньше дружила, там, да, играла во дворе. Они начали меня обзывать и кидать, что самое интересное, под ноги мне палки, чтобы я не встала. Я вставала, я не реагировала на них вообще. Ну, то есть они там что-то обзываются, я не реагировала. Просто мне тяжело понять, особенно, как в детстве, прям в детстве, когда ты еще такая незащищенная, научиться не пускать глубоко обиду и принимать это как опыт. Этому можно научиться, пройдя психологов, буддизму идя, тома книг прочесть. Я могу поплакать из-за ерунды какой-нибудь вообще, там все, я
у меня нет сил, я устала. Но вот из-за вот таких вот людей я понимаю, что это у них проблемы, это им помощь нужна, а не мне. Что они там обзываются? Это у них беда в жизни. Хоть они там, может быть, и целые, там, но они неполноценные. Ну вот душевно неполноценные, я не знаю, как это назвать. Стрелочку можно Да, посмотреть? конечно. Ну вот она выглядит сейчас жесткой такой, практически жесткая. стальная стрела. Каким образом во время полета она вдруг становится как будто гибкой, как будто она, я не знаю, из какого-то гибкого материала вся вибрирует, изгибается? Что за волшебство происходит? Стрела, она карбоновая. Ага. Карбон, он, в принципе, такой довольно эластичный. Да? То есть она полая трубка внутри. То есть она полая, она не целиковая, да. Это вольфрамовые наконечники, но они разные бывают там. Вот. Естественно, при полете стрелы за счет выстрела, то есть там, я сейчас, чтобы не соврать, не скажу, сколько сила выстрела именно идет, но дальность стрелы примерно 300 метров. То есть она вот с классического лука, она летает 300 метров. Ну, вообще опасная история-то. Ну, это, конечно. То есть поэтому здесь все должно быть безопасно. Все должен быть смотрящий, кто следит за порядком, чтобы не было посторонних на поле, да, там, где занимаются... Ну, вообще безопасность прежде всего. Изначально, когда приходит кто-то новенький стрелять, хочет научиться стрелять, первым делом это он изучает безопасность. Потому что спорт спортом, но это действительно, это, по сути, это такое оружие. смертельное оружие. Это оружие, это да. А почему его называют самым честным видом спорта? Вот, в стрельбе из лука нет ни обмана, ни шанса на кого-то вину спихнуть. Это индивидуальный вид спорта. То есть ты здесь сам с собой, наедине с собой, и если ты сделаешь ошибку, это все будет на счетах, это будет видно. Здесь никак не соврешь. Ну а как здесь можно соврать? То есть если не попал, значит, ты что-то все-таки сделал не так? Либо какие-то обстоятельства тебе помешали, либо ты сам себе помешал, либо у тебя мысли какие-то были в голове. То есть важно еще сосредоточиться. Да, это очень, обязательно. А никак не получится. Мне кажется, это в любом виде спорта все-таки какая-то концентрация должна быть. Это, впрочем, как в жизни. Как в жизни. В любом деле. Да, да, да. И знаете, здесь как бы как в кино, нам взгляд черкнут. Сейчас, одну минутку. Так, есть. Еще раз. Давайте еще разочек. Шикарно. Ты говоришь, в Инстаграм решила открыться, да, показать протез. А что сподвигло, почему решила? То как бы не афишировала, а потом... Выдали такой протез. Сказали, все, нет никакой косметики на этот протез. Он не работает с косметикой. Давай объясним, что такое косметика. Это внешняя оболочка, косметическая оболочка протеза. Раньше он, просто, грубо говоря, на эту железку делали такую поролоновую оболочку, обтачивали ее под твою ногу, сверху одевался чулок, и вот, и все. И я помню этот период просто... Вот он прям физически я его ощущаю. Когда жара, лето, а ты одеваешь эти штаны, носки, чтобы, не дай бог, никто не увидел там мои ненастоящие пальчики на ноге, да. Вот. Но я прям это скрывала. В какой-то момент у меня вот был по этому поводу комплекс. И когда я видела вот эти вот голые просто железки, я думала, как они так ходят? Ну, как так-то? А здесь уже, когда мне выдали вот этот протез, сказали, на него оболочка не пойдет, он будет замыкать, он электронный, и она будет ему мешать. Вот попробуй так. Ой, честно говоря, для меня это было прям... Думаю, сейчас я пойду, схожу в магазин.
я пойду сейчас выйду. Я пошла. И что самое удивительное, никто на меня не обратил внимания. Я-то думала, сейчас все встанут и будут на меня смотреть, там, пялиться, фотографировать, пальцем тыкать. Вообще никто не обратил внимания. И все, и меня отпустило. Однажды была классная реакция. Мальчишка с папой шел, папа, он спрашивает: папа, а что это у девушки? Он говорит: смотри, нога такая искусственная, классная, да? Пацан такой: ну да. Я аж встала, думаю, ничего себе, потому что обычно там: не смотри, отвернись, ну вот мамы детей, да, там: ой, не подходи, там, не спрашивай. Ну, то есть детей отпугивают. Наоборот, как-то вот их. Вот так вот я и открылась, собственно, и в Инстаграме, выставила фотографию. Одела, наконец-то, платье, сняла эти кроссовки с носками, босоножки, и вот. Ты уже была знакома со своим молодым человеком, с которым ты и сейчас? Да, ему прям тоже большая благодарность. Он всегда пытался меня расслабить. И вот с ним я вообще изменилась. Я прям, можно сказать, раскрылась. Стала постепенно прям вот раскрываться вообще по-другому. Как познакомились? Познакомились в интернете. Это за 2 года вот до знакомства, до того, как мы встретились, мы общались просто в интернете. А ты ему рассказывала, что у тебя протез? Он знал, да. Ну, то есть самое интересное, что когда я там на сайтах знакомств, помню, я никогда не скрывала, что у меня протез. А какая реакция? Но самое интересное, анкету никто никогда не читает. Вот честно, они, может быть, смотрят фотографию, сколько лет, но анкету не читают. И на свиданиях, когда я приходила, я понимала, что человек-то не в курсе, походу. И мне приходилось говорить об этом. И реакция была, это всегда была разная реакция. Ну, расскажи, интересно. Ну, самые такие яркие моменты, когда, то есть ты встречаешься, все хорошо, уже 2-е свидание у вас, все хорошо, и ты думаешь: надо сказать уже пора сказать. А И тогда был косметический да, протез, когда был да, косметический и протез, я было там не носила очевидно. либо длинные сарафаны, либо брюки. Вот. И когда говоришь, человек менялся, то есть на глазах. Он либо начинал со мной громко разговаривать, либо медленно со мной, как будто я еще и какая-то с приветом. Ой, ну, иногда говорю: да ничего страшного, и сбегали. Ну, как хорошо. Кто-то говорит, что: ой, ну тебе, наверное, нужен такой же парень, как и ты. Я говорю: ну да, конечно, такой же, как и я. Веселый. То есть, А как ты думаешь, почему такая странная реакция, порой неадекватная? ну, люди не сталкивались с этим. То есть я не обижаюсь на эту реакцию. Они не знают. Ну, то есть у нас вот эта вот тема с инвалидностью, да, ее сколько ее скрывали и прятали, да, после войны. Вот эти всякие лагеря для инвалидов отдельно создавали, да, города строились без доступной среды, да, вот взять метро, да, старые станции. Ну, то есть там ступени. Простому-то человеку там замучаешься ходить. Вот. И, видимо, из-за этого, то, что еще вот у нас эти вот школы-интернаты для детей с инвалидностью, что у нас дети не учатся в школе с такими детьми, да, то есть с особенностями. Вот. Видимо, из-за этого еще и складывается такое отношение. Мы еще ни 1 год, ни 1 десятилетие пройдет, пока мы к этому придем, когда это будет нормой. Потому что никто не застрахован от несчастных случаев. Ну, вот. Это может случиться абсолютно с каждым. Вот. К Дмитрию вернемся. Ты говоришь, раскрыл, очень повлиял на тебя. Вот расскажи поподробнее о благотворном влиянии мужчин на жизнь женщин. Наверное, потому что я влюбилась. Я так думаю. Вот. Я испытала это чувство. Я просто помню этот момент, когда я шла домой, остановилась и такая думаю: блин, я же влюбилась. Это же любовь, кажется. Кажется, это так называется. Что-то какие-то бабочки там, все дела. Вот. И он, конечно, мягко стал меня менять, можно сказать, раскрывать. Вот постепенно. Ну, что ты имеешь в виду? Ой, раскрепощать.
в этом. Я все-таки была немножко зажата. Ну как он был, Лиля? Вы раскрепостились, Да нет, расслабься, да, релакс. как-то я почувствовала себя любимой, я почувствовала себя нужной, ценной, да, какой-то. И я стала раскрываться, я стала становиться более уверенней там, и в одежде, и в разговорах, и внешне. Он это делал словами, комплиментами или действиями? И действиями, и словами, естественно. А как еще? Намеками же не будешь. Я вообще против этих намеков. Я за вот конкретно. Ты, если тебе нравится, скажи. Если тебе не нравится, тоже скажи. Вот. Потому что мы же не умеем мысли-то читать. Лучше вот конкретно. И мы говорили, я все говорю. Я говорю, что о чем я переживаю. Ну, тоже поменялся. Человек тоже меняется. Человека меняет человек, я так думаю. Отношения с Димой — это то, о чем ты мечтала? Да. Это ты притянешь к себе сама человека, который твой, если ты какую-то, может быть, какую-то свою эту установку отпустишь. Я тоже в какой-то момент я начиталась этих всех философских книг. Он тоже долгий период был без мужчины, да. И то есть какие-то попадались абсолютно какие-то извращенцы. Я уже просто сходила с ума, думаю, ну почему мне вечно попадаются какие-то серьезно, в прямом смысле? Я искала, я читала, я развивалась, что-то там пыталась, там секрет этот несчастный, да, там уже изучила его досконально. А в какой-то момент я поняла, что у меня депрессия. То есть я читаю эти философские книги, я там пытаюсь следовать их наставлениям, там все эти уроки выполнять, а у меня депрессия. Я это, помню, осознала. Я шла домой. Закат был, весна. И я прям остановилась и смотрю на это солнце, и я понимаю, что Лиля, да ты просто, да у тебя в душе просто что-то прям вот неприятно. Мне было от себя самой аж в этот момент стало неприятно. Думаю, боже мой, ты закопалась, ты сжалась, ты там узлом завязалась. Это уже просто ни в какие ворота не лезет. И в этот момент просто я почувствовала, как меня стало отпускать. Я не знаю, вот как будто вот прям, не знаю, как будто на меня ушат воды вылили, и вот это вот все вылилось. И мне стало так легко в этот момент. Я просто пришла домой, мне так хорошо. Думаю, боже мой, это реально была какая-то такая затяжная, долгая депрессия, от которой я сама избавилась, и я ее не пускаю. Не хочу я больше вот этого вот липкого ощущения внутри себя. Оно неприятное. И я никогда это больше не пущу. Хоть как бы мне было бы и тошно там в жизни, да, и тяжело, не пущу и все. Не хочу. А что ты изменила в мышлении, в действиях, кроме того, что решила не пускать депрессию и смотреть фильм «Секрет»? И не читать больше эти книжки. Не читаю больше это. Вот все вот это, оно все одинаковое. Абсолютно все одинаковое. Суть-то одна. Там, измени себя, расцвети, да, там, стань как солнышко, не знаю, там, излучай энергию. Ну, просто я не пускаю просто в себя негатив. Я не хочу его. Ну, не хочу. Не нравится мне это ощущение. Я стараюсь избавляться от этого сразу. Я даже не запоминаю плохие события в своей жизни. Вот как-то вот они мне потом рассказывают, а помнишь вот это? Все что такое, я не помню. Не помню я. Забыла. Как-то сразу оно у меня стирается. Не пускаю. Все. Мне нужен пропуск. Такого нет. Не выдают.